А стратегия экономического развития на ближайшее время у нас полностью меняется. Модель Второй мировой войны, которая, значит, в Советском Союзе применялась. За счет взносов было изъято от трети до половины всех трудовых денежных доходов населения за время войны. Никакая мобилизационная экономика не может выдержать тот масштаб санкций, который наложен. Отложенный эффект санкций, он наступил или мы все еще его ждем? Автомобильный рынок России проще всего представить в виде реки, которая стала пересыхать. Мы уже не ждем, что мы окажемся в изоляции, в полнейшей изоляции. Будет, в принципе, сокращаться ассортимент, и он будет упрощаться. Масло где-то 200 рублей стоит. Хлеб уже до каких пределов дошел. Минфин может занять на внутреннем рынке. То есть нам на 7 месяцев раньше повышают тарифы на 9%. То, что сейчас это идеальный шторм или где-то уже за его гранью? Привет, друзья! В официальном сленге, вы, наверное, заметили, появилось еще одно словосочетание – мобилизационная экономика. Никто пока до конца не понимает, что это значит. Но, очевидно, первый шаг к ней сделан на недавнем заседании Координационного совета по обеспечению нужд армии. Вы помните, там Путин предложил фактически пересмотреть все механизмы управления экономикой. Теперь, по словам Путина, главное быстро и эффективно обеспечивать вооруженные силы всем необходимым. Премьер Михаил Мишустин, которого назначили главой этого совета, призвал легкую промышленность, призвал малый бизнес подключаться к снабжению армии. Значит ли это, что российская экономика начала переходить на военные рельсы, о чем мы тоже давно слышим, и теперь, по крайней мере, в какой-то части может превратиться из рыночной в плановую, которая была при Советском Союзе? В каком вообще сейчас наша экономика состоянии после 8 месяцев санкций? Помните, в феврале-марте было много разговоров про их отложенный эффект. Вот он уже наступил или мы его еще ждем? И, конечно, как все будет развиваться дальше? Что у нас будет с рынком труда? Что будет с ценами после мобилизации, которая вроде как закончилась, после иммиграции, про которую мы много рассказывали? В этом выпуске мы постарались, как обычно, максимально отстраненно и спокойно ответить на все эти вопросы. Да, если хотите поддержать нас и находитесь в России, переходите на сервис Boosty по ссылке в описании. Если вы за границей, то можно оформить спонсорство через кнопку на YouTube. Спасибо, нам важна ваша поддержка. Рубен, мы с вами последний раз общались вскоре после 24 февраля. Тогда вы сказали, что российская экономика все-таки она рыночная. Рыночная экономика гораздо более гибкие и подстраиваются даже под внешние шоки. Они хоть как-то, но реагируют. Вот прошло 8 месяцев. Сбылся ли ваш прогноз? Я думаю, что в целом да, потому что вот того, чего опасались на тот момент, полного коллапса экономики и разрушения, его не произошло. И с моей точки зрения, помимо того, что Россия подошла к хорошей макроэкономической форме, с низкой инфляцией и так далее, поэтому это давало возможность Центральному банку, например, задирать ставки, спасать банковскую систему, когда нужно было. Но основное, я думаю, что все-таки это именно дело в том, что российская экономика действительно худо-бедно рыночная, и она подстроилась под новые реалии, тяжелые реалии, но подстроилась лучше, чем ожидали эксперты. Посмотрите прогнозы, практически любые, и российские, и международные, на то, насколько будет падение ВВП по году, то они почти все предсказывали большее падение, чем вот сейчас предсказывают. Другой вопрос, что сейчас, опять же, прогнозам, которые в последнее время публиковались, я бы верил с небольшим таким скепсисом, потому что они почти все формулировались до мобилизации, а мобилизация сама по себе сыграла большую роль. Я буду первым. У нас есть мужские отрасли занятости. Первая из них – это сельское хозяйство. Там 2/3 мужчины. Ну-ка, заберите половину механизаторов. Вы как сеять-то в следующем году будете? Или озимые вот сейчас тоже уже в октябре высеваются? Ответ – непонятно. Второе.
Мужская абсолютно отрасль – это строительство, там 86% мужчин. Хорошо, ну забирайте крановщиков, да, профессионально, не тех, кто кирпичи таскает, а людей с профессией. И как вы там с жильем будете, а самое главное, как с этими стройками века. Третья отрасль – это транспорт и связь, 77% занятых мужчиной. Ну и как мы будем с машинистами, с ремонтными бригадами и далее по списку? Человек работает. Если он работает на огромном производстве, есть там бэкапы, есть кто может его заменить, это одна ситуация. А представьте себе ситуацию, вот я разговаривал с одним знакомым своим девелопером. Вот у него повестки получили там 60% или 70% его крановщиков. Ему стройку надо замораживать, он не может найти это квалифицированная рабочая сила, ну серьезно. Или другая ситуация, ИП, где все держится, в общем-то, на одном человеке. Ну, например, один основной и двое ему в помощь. Вот и этого призвали, все, надо закрывать бизнес. Значит, это затронуло их, вот этих двоих. Значит, это затронуло их семьи. Замороженная стройка, это затрагивает еще десятки тысяч, в принципе, человек, понимаете? Поэтому вот когда мы делаем вот этот мультиплицирующий эффект, то мы вдруг понимаем, что вот этот процесс реально затронул, умножайте на 2, на 3. Опять негативный шок на экономику, и он, мне кажется, даже он сильнее, чем люди думают, потому что он гораздо более долгосрочный. А прежде всего не из-за людей, которых мобилизовали и забрали в армию, даже если это будет там, вот эти 300 тысяч человек, это само по себе, надо понимать, что это, в общем-то, 0,5% всего трудоспособного населения России. Это не так мало. Но, кроме того, я думаю, что самый большой, на самом деле, эффект – это за счет тех людей, которые уехали из России, испугавшись мобилизации. Люди, которые уезжают, это люди с большим человеческим капиталом в основном. Именно поэтому они могут позволить себе уехать, потому что их квалификация у большинства из них востребована и в других странах. Это означает, на самом деле, что это гораздо более квалифицированные люди. Поэтому их производительность выше средней, и поэтому их эффект на отъезд этих людей за рубеж, на самом деле, на экономику играет гораздо большую роль. Там, опять же, с оговорками того, что многие из них продолжают работать удаленно пока, но постепенно эти люди, большинство из них, они будут обживаться в новых странах и переключаться от просто дистанционной работы на Россию на работу на другие экономики. Уезжает самое модернизированное население. Носители современных ценностей, городских ценностей, которые считают человеческую жизнь очень важной. Люди, которые обладают критическим мышлением и видят риски, и как-то на них реагируют. Это самое, что называется, модерное, что есть в России. Там не в штуках мерить надо. Там получается ущерба гораздо больше. Без количества — это второй показатель. Первый показатель — качество. Вы знаете, можно, конечно, включить паникеры и говорить о том, что это плохо и ужасно, но на самом деле я не вижу ничего страшного, тем более, что мобилизация официально закончилась. Будем говорить о Москве и Московской области в первую очередь, откуда уехало большинство тех самых спецов, о которых мы якобы горюем. Они в ближайшее время будут возвращаться, и, вы знаете, косвенно об этом свидетельствует реплика ресторанного омбудсмена Миронова о том, что в ближайшее время посещаемость кабаков, уж по крайней мере в Москве, этого становится точно. То есть ребята вернутся, приедут и вновь начнут работать, зарабатывать деньги, а с ними вроде как будем богатеть все мы. Человеческая природа такова, что как только люди где-то обживаются, их очень сложно оттуда вернуть обратно. Чем больше длится по времени период, когда они находятся за пределами России, тем больше у них там будут формироваться социальные связи, они будут обживаться, им там станет комфортно, и в какой-то момент они просто скажут, а нам здесь лучше, чем в России. И даже если в России все наладится, нам и здесь хорошо. После 24 февраля мы увидели очень резкое падение вакансий. Причем оно продолжалось, наверное, весь март, пожалуй, апрель.
и оно было достаточно резким относительно, если мы говорим про уровень начала 2022 года, до 30%. 21 сентября мы, откровенно говоря, тоже ожидали реакции, похожей на то, что мы видели после 24 февраля, но мы увидели, что всего лишь рынок перестал расти по вакансии. То есть это было вот такое небольшое скорее, замедление, я бы сформулировала это так. Третий год уже подряд, скажем так, проходит значительные трансформационные изменения, и все лучше формирует механизмы подстройки адаптации под шоковые сценарии. Всю первую половину года мы много говорили про отложенный эффект санкций. Он наступил или мы все еще его ждем? Он наступает. Он отложенный и такой постепенный. То есть мы вот опять же о том, о чем мы тогда говорили, что это не резкое падение, что вот сразу все обвалилось, а это постепенная деградация, выход производственных мощностей из строя, пока их там чинят. У нас люди, инженеры-то такие креативные, поэтому пока что даже без запчастей обходится. Основная проблема с производственными мощностями, со станками, оборудованием, которое будет постепенно выходить из строя, и это будет давить на экономику. И это, оно постепенно происходит. Мы видим, что промышленное производство, оно так проседает потихоньку. В некоторых областях очень сильно, как в автомобильном. Производство автомобиля, оно изначально рухнуло, потом стало восстанавливаться. Сейчас опять подсела уже из-за спроса, уже из-за мобилизации. Автомобильный рынок России в его нынешнем состоянии проще всего представить в виде реки, которая стала пересыхать. Вот, наверное, это лучший эпитет, который показывает, что у нас творится. Чтобы не быть голословным, приведу цифры. За 9 месяцев этого года было продано 474 703 новых автомобиля. Это на 59,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. То есть представьте себе, в половину рынок, даже больше, чем в половину, рынок устрогся. Я думаю, что к концу года, дай бог, что если в России будет продано 650 тысяч автомобилей. На самом деле, чтобы просто вы понимали, в лучшие годы на российском рынке продавалось 2 миллиона почти 200 тысяч машин. Это, допустим, когда прошли все кризисы, где-то 2012 год. Если говорить про иномарки подробнее, они продолжают поставляться каким-то образом в Россию? С иномарками у нас ситуация следующая. Если взять в среднем по больнице, то, конечно, какая-то часть иномарок еще осталась. Hyundai Kia продает машины. У нас продают Suzuki машины, Subaru продают машины, Mitsubishi продают машины. То есть они порционно, медленно распродают свои запасы. Многие дилеры параллельным импортом тащат автомобили. Но это в первую очередь касается тяжелого люкса. То, что это самые такие премиальные, очень дорогие машины, где высокая маржинальность. И вы можете все эти, скажем так, накладки, связанные с транспортировкой и приобретением автомобиля, уже переложить на плечи клиента в виде цены. Допустим, вы можете действительно зайти в столице в салон Range Rover и найти там совершенно новый Range Rover, который будет стоить 30 миллионов рублей, может быть, 28, 35. То есть мы уже говорим о таких астрономических цифрах, которые не делают погоды на рынке. Это, понятно, единичные машины. У нас тепло, у нас светло. У нас есть что покушать, у нас есть что носить, есть на чем ездить, я имею в виду бензин и дизтопливо. Другими словами, базовые потребности человека, если брать устаревшую пирамиду потребностей Маслоу, удовлетворяются так же, как они удовлетворялись и до начала спецоперации. Но мы же понимаем, что многие из благ, к которым мы привыкли, они импортные. И сейчас их нет. Смотрите, мое кресло сделано в России, мебель сделана в Беларуси. Единственное, мы с вами разговариваем по продукции недружественной Америки. Да, не будем делать рекламу этой компании, но в данном случае мы ее в России не лишены, потому что налажен параллельный импорт, и можно совершенно спокойно приобрести самые последние модели этой компании.
Это косметическая история, на самом деле. Он параллельный импорт, он, по сути своей, он очень ограничен в объемах. То есть мы какой-то там процентов, сложно давать оценки, условно, 10-15% выпавшего импорта этим можно заменить. Но самые ключевые, такие масштабные и именно связанные с производством, это намного сложнее. Потому что, в принципе, параллельным импортом занимаются публичные компании, я имею в виду китайские, индийские и так далее, не будут этим заниматься, потому что вообще-то это нарушение прав собственности, интеллектуальной собственности, брендов и так далее. Поэтому они рискуют. Это очень привлекательно, потому что много денег и заманчиво. Но крупные компании, я уверен, что этим не будут заниматься. Уже там было видно, что AliExpress, который китайский, который сказал, что точно не будет этим заниматься. Потому что они рискуют своими отношениями с брендами, которых параллельно импортируют, и они могут лишиться их поставок уже в основной стране, в которой они работают. Все-таки основные страны для них, собственно, их экономики, китайские, индийские, и так далее. Поэтому рисковать этим ради того, чтобы что-то подзаработать в России, в каких-то небольших объемах можно, особенно небольшие экспортеры, посредники, терять, в общем, нечего. Они могут заниматься. Но это, опять же, масштаб этого очень ограниченный. Согласны ли вы с тем, что, однако, проблема заключена там даже не в айфонах и автомобилях, а в, например, микроэлектронике для тех же станков, где есть вещи, которые сложно завезти даже из Китая? Согласен, конечно. Как быть здесь? Вы знаете, я не могу вам односложно или однозначно дать какой-то рецепт по выходу из этой ситуации. Могу вам сказать, что тогда, когда у Центробанка было порядка 600 миллиардов резервов в ЗВР, нужно было потратить из этих денег хотя бы 50 миллиардов, да хотя бы все 100 миллиардов для того, чтобы купить у Тайваня 1 или 2 производственные линии по производству микрочипов. Понимаете, это же элементарно, Они не знали, куда девать эти деньги. Они у них лежали мертвым грузом на счетах в западных, в первую очередь, в американских банках. Они были довольны. Может быть, там есть какая-то коррупционная составляющая или коллаборационистская. Я свечку не держал. Но факт тот, что это можно было сделать тогда совершенно спокойно. Самое интересное, что это можно сделать и сейчас. Сейчас? Конечно. Через третьи руки, через четвертые страны можно совершенно спокойно произвести эту операцию и приобрести, будь то Тайвань, будь то какая-то третья страна, например, Япония, приобрести то самое оборудование для производства микрочипов. У нас для этого есть деньги, у нас для этого есть финансовая инфраструктура, у нас для этого есть все, у нас для этого нет мозгов, нет кадров, которые могли бы это сделать. Во-первых, наладили параллельный импорт комплектующих ко многим производствам, не ко всем, более простым, скажем так. Во-вторых, многое продолжает падать многое сильно упало и продолжает лежать на дне. Удобрения минус 13, пластмассы, которые мы тоже вывозили, минус 12, шины, уж заплакали автомобилисты, минус 34. Дальше. Теперь простая вещь. Грузовые вагоны минус 35, август к августу. Холодильники минус 50. Стиральные машины минус 62. Самый сильный спад в добывающих отраслях был в апреле, потому что сильно разрушилась логистика, не везли танкеры, что-то там не очень качалось, а потом добывающие отрасли начали восстанавливаться. И к августу уже был плюс 1%. Нефть, которая является одним из главных источников экспортной выручки, по всяком случае итогам 9 месяцев выручка от экспорта только выросла. И выросла практически на 20%, если сравнивать с таким же периодом прошлого года. Это означает, что страна получает мощный приток иностранной валюты, на которую можно было бы покупать что-то за рубежом, товары, оборудование, машины. Но не получается все это делать в том объеме, в котором это можно делать и нужно. И это приводит к укреплению рубля, потому что все-таки экспортеры продают валютную выручку частично, им нужны рубли, а импортеры не могут освоить, так сказать, вот этот объем потока
иностранной валюты, которая поступает от экспорта. Естественно, рубль укрепляется. И надо сказать, что Центральный банк здесь и Минфин пока до сих пор, они, с таких совсем существенных шагов по манипуляции курсом не делали. Единственное, что делают российские власти, или это делают компании, это не важно, они стараются по возможности оставлять выручку от экспорта за рубежом, не вводить ее в Россию. Держать на счетах по возможности или конвертировать ее в другие валюты, в юань или в дирхам, и не ввозить в Россию, чтобы не создавать дальнейшую тенденцию укрепления рубля. То есть тут сочетание рынка и не рынка. Как это влияет, как вообще вся эта ситуация влияет на инфляцию? К чему готовиться? Как раз влияние на инфляцию понижательное. Почему? Потому что на самом деле вот этот скачок цен, который произошел весной после начала СВО, он был связан с таким острым падением рубля. А в российской экономике всегда падение рубля к доллару – это сигнал к повышению цен. Но оказалось, что вот из-за специфических ограничений, которые я только что упоминал, эта паника была преждевременной, и рубль стал очень быстро укрепляться. А цены-то уже подняли. И этот процесс, закупили товары по этим ценам, и этот процесс ухода от такого пика цен, он продолжается до сих пор. И если там в начале инфляция была годовая где-то под 20%, то сейчас уже 13%. Да еще это мобилизационный эффект, когда, в общем, люди начинают экономить, не понимая, что делать дальше. И это приводит к тому, что дезинфляционный процесс продолжается. Плавно, незаметно, но продолжается. Выросли на молочные продукты, да и на колбасу тоже, на колбасные изделия. Процентов на 15, наверное, выросли. Да, уже ходим, выбираем, где скидка. Я не говорю про вот это. Вот это каждый день мы не едим. А то, что на молочные продукты подросли, на масло сливочное, вот это да. Масло где-то 200 рублей стоит, молоко уже, сметана 100 с лишним рублей. Раньше-то это где-то 60 рублей стоила сметана. Приемлемо. Молоко стоило 56 рублей. Хлеб уже до каких пределов дошел. Потребитель активно закупался. Потом проблем, слава богу, с предложением не было. Был резкий скачок спроса, цены на этом фоне выстрелили, но в последнее время они активно снижаются. И другая тенденция, что будет, в принципе, скажем так, сокращаться ассортимент, и он будет упрощаться. Что будут, например, больше пить молока, а меньше будут пить каких-то йогуртов, тем более относительно дорогих, просто в первую очередь из-за падения доходов населения. Если говорить про покупательную способность россиян, что с ней происходило с февраля по сентябрь, что с ней происходит сейчас? Изменился ли как-то тренд? Вы мечтаете о помесячных данных, а их в природе российской не существует. У нас теперь квартальные измерения доходов, реальных доходов населения. По первому кварталу минус 1%, по второму кварталу, пока не исправили, вроде бы минус 2%, и того за полугодие минус примерно 1,4%. Совсем немного. Первое объяснение понятно. Индексация пенсий на 10%, да? Повышение прожиточного минимума тоже на 10%, что позволяет расширить круг получателей в виде бедных домашних хозяйств, получателей каких-то пособий. И повышение минимальной заработной платы тоже на 10%, что чуть-чуть заставляет немного ее увеличить. То есть помогли самым бедным, самым проблемным семьям и домашним хозяйствам. Но когда мы с вами сравниваем вот эти показатели с динамикой розницы, розничной торговли, которая минус 10 несколько месяцев, а сейчас минус 9, то у меня возникает такой вопрос, детский. Скажите, пожалуйста, если у вас доходы, как говорит нам Росстат, упали всего лишь на пару, даже меньше процентов, чего ж вы так поджались-то с потреблением на минус 10, минус 9?
Это было бы нормально, если бы сильно выросли сбережения. А люди вместо того, чтобы потреблять, сберегают. Это нормально, во время кризиса все так делают. Но когда мы смотрим объемы, во всяком случае, в банковском секторе, там очень небольшой прирост. И поэтому то ли это все наличности под матрасами вдруг стали прятать, в больших очень количествах, то ли что-то не то со статистикой. И я подозреваю, что статистика по банкам у нас чистая, а вот самые проблемные, скажем так, это доходы по реальным располагаемым доходам. Как считают доходы, есть вопросы. Там корректировок всяких сделано за последнее время много. Сейчас еще будет одна корректировка. Там будет учитываться ваши, то, что вы инвестируете в акции и все прочее. Я думаю, что дело в конце концов дойдет до роста реальных доходов населения. Но есть у меня вопросы по поводу качества измерений доходов населения. Процесс снижения цен происходил, но про перспективу так экстраполируя говорить нельзя, потому что, скорее всего, внешнеторговые условия будут потихоньку меняться не в пользу России. Например, предстоящее эмбарго на нефть. Давайте я поясню. 31 мая президент Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что лидеры стран ЕС достигли соглашения по введению эмбарго на экспорт российской нефти. До конца текущего года импорт нефти в страны Европы должен сократиться аж на 90%. Для того, чтобы стабилизировать рынок и цену на топливо, члены Организации стран-экспортеров нефти ОПЕК+, куда входит и Россия, а еще Саудовская Аравия, договорились о рекордном сокращении добычи нефти на 2 миллиона баррелей в сутки с начала ноября. А страны Евросоюза, в свою очередь, в 8-м, пока последнем пакете санкций против России ввели потолок цен на сырую нефть и нефтепродукты из нашей страны. У этого шага, как и у довольно радикального решения ввести эмбарго, одна цель – урезать поступающие в российский бюджет доходы от экспорта нефти, которые все еще очень значительны. Если мы берем стандартный нормальный год, то нефтегазовые доходы были около 30% от всех доходов федерального бюджета. А вот по первой половине, когда были бешеные цены, бешеные на нефть и газ, по первой половине 2022 года, они вскочили до 60%. Ничего себе, в 2 раза. А в 2021 было под 40%. Обычно гуляет на уровне 30-40 в зависимости от цены. А сейчас 60%. Так потому что уже падали внутренние налоги, НДС, потому что меньше производилось, меньше покупалось. Давайте короткая напоминалка, из чего вообще складывается федеральный бюджет. Важной частью его доходной статьи действительно является налог на добавленную стоимость, НДС. Он включен в финальную цену любого товара, который вы покупаете. Часто, если вы берете чек, там отдельно указывается, сколько вы заплатили и сколько вы еще отдали на НДС. Еще одна важная часть доходов бюджета – это налог на доходы физических лиц. В России для большинства наемных сотрудников, чей доход не превышает 5 миллионов рублей в год, этот налог 13% от зарплаты. Его платит работодатель. И подавляющее большинство сотрудников даже не задумываются о том, сколько они отдали из своих доходов на налог. Также доход приносит налоги на имущество. В России они сравнительно небольшие. И, конечно, налог на прибыль организаций. Но самую большую долю налоговых доходов бюджета, 49 с лишним процентов, в первом полугодии текущего года составил НДПИ – налог на добычу полезных ископаемых. Если говорить о неналоговых доходах, их значительно меньше, то они собираются из таможенных пошлин, из акцизов, штрафов и других платежей государства. Так вот, в долю нефтегазовых доходов бюджета засчитывается не только НДПИ, налог на добычу полезных ископаемых, но и, например, таможенная вывозная пошлина на нефть и газ, акцизы на нефть плюс налоги на прибыль в тех же нефтегазовых компаниях. Если все это собрать, то по первому полугодию 2022 года и получается примерно 60% от общего дохода федерального бюджета. Сместилась пропорция, зависимость российского федерального, я подчеркиваю, федерального бюджета, куда и собирается почти вся нефтегазовая рента. Она от нефтегаза выросла. А раз так, то в 2023 году, если, я подчеркиваю, по газу мы понимаем уже не если, а когда, по нефти, если
доходы будут сильно падать, ломка будет тяжелая. Проблема в том, что другие доходы, они падают. И это видно вот по статистике, которую Минфин выдает, означает, что российская экономика на самом деле сжимается. Вот это приводит к тому, что на самом деле в итоге бюджетный дефицит достаточно большой открылся сейчас. Дефицит. Почти 3 триллиона, да. Да, это уже очень серьезная заявка на то, чтобы были проблемы какие-то, если так будет продолжаться дальше. Я этот бюджет посмотрела, но отношусь к нему как сугубо предварительному. Боюсь, что эти бюджетные проектировки очень долго не проживут. Что-то будет меняться. И знаете что? Прежде всего, этот бюджет, в него заложена определенная цена и объемы добычи нефти. А поскольку эмбарго начинается с декабря, а на нефтепродукты концом февраля, угадать, какая цена будет, если начнется мировая рецессия, а цены падают в мировые рецессии, или ОПЕК+, в рамках своего сговора еще более резко сократит добычу нефти, и тогда цена взлетит. Понимаете, этот бюджет, он какие-то предположения делает, но в предложенных условиях это близко к ситуации гадания на кофейной гуще. Поэтому будет как будет. И этот бюджет будет корректироваться. Второе, что мы понимаем из этого бюджета, это очень важно. Вот тот дефицит, это 2% ВВП всего лишь, который вы назвали. А знаете ли вы, что в 2015 году в процентах от ВВП дефицит-то был больше, и никто не умер? А вы как думали? Цены-то на нефть полетели со страшной силой. И дефицит был больше. Так что не страшный этот дефицит при наличии немалых денег в фонде нацблагосостояния, но не только это, и даже не столько. Вот или я ничего в своей стране не понимаю, или все-таки, скорее всего, будет так, что фонд будут тратить крайне аккуратно, потому что остаться без заначки нельзя. Вот нельзя и все. Мы можем говорить, что, наверное, дефицит бюджета в следующие годы будет больше. За счет чего он будет финансироваться? Вот тут, опять же, давайте разберемся. Вариант первый ФНБ, но он в какой-то момент кончится. Вариант второй – печатать деньги. Давайте его пока уберем в сторону. Вариант третий – заимствование. У страны небольшой долг. Ну, реально долг небольшой. Минфин может занять на внутреннем рынке. Поэтому, на мой взгляд, пока переживать на тему, что будут печатать деньги, наверное, не стоит. А что будут делать? Первое, с 2023 года существенно повышают налоги на все компании-экспортеры. На все. Кроме металлургов, которым уже впаяли дополнительно в 2022 году. На все остальные повышают и сильно. Второе. В декабре уже этого года проведено неплановое повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Они должны были случиться июлем следующего года, но вот как-то так получилось, что уже в декабре надо повышать. Это значит, уже не с бизнеса, а с нас с вами дополнительную денежку снимут. Закон устанавливает, что не чаще, чем один раз в год у нас повышаются тарифы на жилищно-коммунальные услуги. При этом тарифы на коммунальные услуги – это 1 июля. Тарифы на содержание, текущий ремонт – это дворники, уборщицы, техники, сантехники – это 1 января. Значит, закон позволяет устанавливать конкретную дату и конкретный порядок правительству. И вот правительство воспользовалось этим правом и установило второй платеж в 2022 году на декабрь. Мы можем предполагать, что это связано с тем, что не хватает денег в системе. Если же рассматривать не с точки зрения домыслов, а с точки зрения юридических фактов, с точки зрения законов, то тарифы повышаются, когда управляющим и эксплуатирующим организациям, в том числе ресурсникам, не хватает денег на обслуживание вашего дома. То есть нам на 7 месяцев раньше повышают тарифы на 9%. Если брать среднюю, например, московскую квартиру, 56 метров, двухкомнатная квартира, значит, расходы возрастут примерно на 5000 рублей за этот период.
Это очень существенная сумма. Умножьте 3 миллиона квартир в городе на 5 тысяч, получается это огромная цифра. А если по стране, то это около 40 миллионов квартир, и умножьте на эти 5 тысяч. Возникает, что десятки миллиардов изымаются из карманов граждан для того, чтобы решить какие-то задачи. А вот какие? Вот здесь ответа внятного и четкого сказано не было. Поэтому кто-то говорит, что это надо поддержать новые территории, кто-то говорит, что еще чего-то. Вот точных данных нет, поэтому не могу вам говорить о том, что какие действительно цели преследовались. Но то, что это ломает устоявшийся десятилетия порядок, какой-то порядок, это в свое время президент пролоббировал, добился, что повышать тарифы не чаще одного раза в год. Кто может гарантировать, что не повысится третий раз и не повысится на 15%? Кто сегодня может это гарантировать? Стали ли больше сейчас продавать квартиры после объявления мобилизации? Я не могу сказать, что увеличилось число объектов, которые вышли на рынок, которые стали вновь продаваться. То есть, да, формально этих квартир стало примерно на 15-20% больше, чем было в конце августа, в начале сентября этого года. Но говорить о том, что это какое-то лавинообразное явление, что все массово стали распродавать свое жилье, пока что не приходится. Сами новинки, которые выходят в реализацию, они не выходят по бросовым ценам, они выходят примерно по тем же самым рыночным ценам, по которым они бы и продавались, наверное, если бы этого события не случилось. Рынок аренды всегда реагирует гораздо быстрее на происходящие внешние факторы, на происходящие внешние события. После 21 сентября ситуация достаточно существенно изменилась, снизился спрос. Я не могу сказать, что серьезно изменились сами ставки аренды. То есть они как снижались бы в рамках этого обычного сезонного тренда, так они на самом деле и продолжают снижаться. Вот здесь разделить снижение, связанное с тем, что спрос снижается, и снижение, связанное с сезонными факторами, пока что достаточно сложно. Нужно будет посмотреть ту статистику, которая у нас будет уже по итогам октября-ноября. 25 октября прошло совещание Координационного совета по обеспечению нужд армии, и там Михаил Мишустин призвал легкую промышленность и малый бизнес подключаться к снабжению вооруженных сил. Как вам кажется, это является шагом к перестройке экономики на военные рельсы, о котором мы так много слышали? Я думаю, что это просто очень хороший сигнал, сильный того, что сама стратегия экономического развития на ближайшее время у нас полностью меняется. У нас приматом становится именно обслуживание военного комплекса, и это будет основной задачей экономики, как его видит правительство. В лучшем случае это будет означать, что будет просто заказ именно от военных ведомств размещаться теперь не только там по закрытым предприятиям и так далее, а будут закупки и у малого и среднего бизнеса. И это это нормальная история, если это будет там по рыночным ценам и так далее. Это просто, мы понимаем, что один из секторов экономики становится непропорционально важным, все, что связано с обслуживанием военной машины, он будет генерить спрос, и его можно удовлетворять, в частности, просто заказами малому и среднему бизнесу. До тех пор, пока это делается через рыночные механизмы, там просто не принудительно, а тем, что платятся деньги, и это выгодно малому и среднему бизнесу. И это для малого и среднего бизнеса это нормальная история, вполне понятная в текущих условиях. Гораздо хуже будет, если методы принятия этих решений и методы убеждения малого и среднего бизнеса в том, чтобы они приняли участие в мобилизационной экономике, будут другими, более принудительными. И это, конечно, будет большая проблема, и это будет означать просто слом всей экономической системы, к которой мы привыкли. Конституция, статья 8, постулирует, что Россия, по сути, это рыночная экономика, то есть конкуренция, свобода финансовых потоков и прочие рыночные условия, которые были прописаны, не знаю даже кем. Здесь очень сложно
если мы примерим координационный совет на Конституцию, здесь очень сложно понять, как же изменится экономика. Вот сейчас уже пошли разговоры о том, что, может быть, в каких-то отдельных отраслях, может быть, еще где-то, но медицинское обслуживание и реабилитацию мобилизованных военных осуществляют отнюдь не государственные оборонные компании. И вот так можно очень долго перечислять, вплоть до сельского хозяйства, которое должно будет обеспечивать провиантом тех людей, которые призваны и мобилизованы. Оно ведь тоже не под ВПК. Ведь нет колхозов и совхозов, которые находятся под управлением военно-промышленным комплексом, даже Министерства обороны. В связи с этим вопрос, как это будет происходить на практике? Я, например, не знаю. Предположение о том, что что-нибудь должны национализировать, какой-нибудь там продовольственный ритейл, еще что-то. Слава богу, этого, во всяком случае, пока что не произошло. И пока будет экономика оставаться рыночной, пищевая отрасль, сельское хозяйство, я думаю, в целом она будет справляться с теми проблемами, которыми есть. То есть мы не увидим пустых полок, мы не увидим какой-то там, не знаю, один вариант сока. То, по-моему, в советское время пустых полок не было. Но была полка заставлена одна полка заставлена банками 3-литровым соком яблочным, другая банками с 3-литровым соком еще чем-то. Просто сейчас мы хорошо понимаем, что российская экономика не переведена на мобилизационные рейсы. То есть есть только некоторые элементы, и в какой степени это будет сделано, пока не ясно абсолютно. А что это вообще такое? Это когда весь частный бизнес и любой бизнес подчинен только одной задаче и фактически выполняет поручения государства? В таком крайней модели мобилизации это так, в крайней. То есть, это наверное, можно такую модель, условно, это модель Второй мировой войны, которая, в Советском Союзе применялась. Когда действительно практически деятельность всех людей, всех компаний была подчинена единственной цели – укреплению обороноспособности и способности военного противостояния агрессии. То есть это был такой крайний пример, когда перемещались заводы, перемещались люди, никто у никого не спрашивал, есть у них на это хотят они или не хотят этого делать. Это была крайняя форма. И тогда в Советском Союзе же практически не было рыночных компаний, все компании были государственные. Это совершенно другая ситуация. Попробовать сделать это в России, я бы не рекомендовал, я бы так сказал. Потому что эффект для экономики негативный будет очень сильный. Рабочие одной из московских автобаз после окончания своего рабочего дня ремонтируют танки. СССР начала переходить на военные рельсы с началом, и даже незадолго до начала Второй мировой войны. То есть уже в 1939 году СССР активно на это переходил. И, в общем-то, источник был эмиссия. По данным официальным, эмиссия – это выпуск денег необеспеченных. 33% по данным Госбанка уже накануне войны. Совершенно сознательно сворачивалось, даже по этим данным видно, сворачивалось производство предметов потребления. Например, средства производства. План выполнен на 90%. Предметов потребления на 80%, даже по официальным данным. Это значит, что все активнее разворачивается производство именно для тяжелой индустрии, для производства вооружений. И здесь надо сказать, что в странах с рыночной экономикой в некотором степени было сложнее, потому что монетарным властям приходилось решать проблему привлечения военных займов и достаточно осторожно подходить к мобилизации средств населения на нужды военного строительства. А в Советском Союзе с этим не было никаких проблем. Особенно с учетом жесткости тогдашнего режима, немедленно были заморожены операции по сделанным до войны вкладам, внесены ограничения на получение зачисленных на счета сберегательных касс компенсаций за отпуска. Отпуска были отменены сразу. Они сразу были отменены на время войны. И итогом стало то, что платежи населения покрыли до половины всех военных расходов. То есть заплатило население. Надо понимать, что население Советского Союза несло огромные тяжести в повседневном быту. Если вы имитируете много денег, чтобы оплачивать военное производство, вам часть этих денег надо куда-то убирать, чтобы хотя бы частично ограничить инфляцию. Займы это стерилизовали, то есть население покупает займы, и, соответственно, деньги уходят обратно к государству. Конечно, они декларировались, эти займы, как добровольные, но
все население страны старше 40 лет, оно застало старшее поколение, которое рассказывает, что вот ты получил зарплату, и какую-то часть этой зарплаты ты немедленно должен купить займ. И отказаться невозможно. Иначе будет очень плохо. Но и списывать патриотический порыв населения тоже нельзя. В любом случае, взносы населения дали военной экономике 94,5 миллиарда рублей. Исходя из того, что зарплата трудоспособного населения, хорошая зарплата, около 500 рублей, я сильно завышаю эту цифру. Можно предположить, что за счет взносов было изъято от трети до половины всех трудовых денежных доходов населения за время войны. Никакая мобилизационная экономика не может выдержать тот масштаб санкций, который наложен. Только гибкая и достаточно еще пока частная экономика, которая крутится как уж на сковородке, ищет по всем мыслимым и немыслимым уголкам мира с помощью параллельного импорта какие-то замещения, вот она и позволяет России как-то, очень, кстати, неплохо, адаптироваться к этим тяжелым изменениям. Когда вы делаете мобилизационную экономику, там ведь на горизонте будет маячить план. И они заплакали все вместе. В отличие от вас, я уже взрослая тетенька была в конце советского периода и понимаю, что такое план, как работает эта машинка и как быстро у нее перестает урчать и мотор, и коробка передач, и все остальное прочее. Вы недавно сказали, что мы уже достигли дна в экономическом смысле, и хуже не будет. Вы по-прежнему так считаете? Отчасти да, подтверждаю. Отчасти хотел бы внести уточнение. Мы сегодня сталкиваемся с ситуацией, когда положение в российской экономике устоялось, устаканилось. Мы уже не ждем никаких адских санкций, мы уже не ждем отключения от СВИФТа, мы уже не ждем эмбарго на поставку русской нефти и газа там, на Запад или на Восток. Мы уже не ждем, что мы окажемся в изоляции, в полнейшей изоляции. У нас слишком большая территория, слишком большие границы, и за эти полгода стало понятно, что, например, весь Восток теоретически мог быть и по факту является нашими партнерами. Хотелось бы найти какие-то зацепки для позитива, но пока нет, потому что пока все развивается, вот здесь как раз я экстраполирую, пока все развивается по сценарию такого отрезания российской экономики от весьма важных и нужных международных связей экономических. Вот это мы видим каждый день, какие-то новости. Понемножечку откусывается. Вот это вот будет так идти потихонечку. Это очень, конечно, плохой тренд. Я задавал вам этот вопрос в марте, когда мы общались. То, что сейчас это идеальный шторм или где-то уже за его гранью? Вообще, просто за последние несколько лет мы уже несколько раз считали, все, мы уже в идеальном шторме, а потом оказалось, что нет, это только было начало. Это я уже боюсь что-то предсказывать, но, конечно, я могу себе представить ситуации, в которых будет еще гораздо более... Причем в краткосрочной перспективе, на самом деле, действительно. Проблемы с энергоносителями, мировые примеры с энергоносителями, на самом деле, это может вызвать очень серьезные проблемы. И во всей экономике, и бумерангом по России тоже ударит. Честно сказать, я боюсь, что в большинстве сценариев, которые мне видятся, экономика российской будет в ближайшее время хуже, чем есть на данный момент. Вот сижу сейчас, считаю в Excel данные за август, картинки рисую. Такая, знаете, у каждого свой способ ухода в астрал. Вот я обычно ухожу в астрал, когда залезаю в Excel, считаю последние данные, вот сейчас расходы бюджетов буду считать. Поэтому стресс растворяется в тупой работе. И не в тупой тоже. Потому что когда читаешь студентам и видишь, что слушали хорошо, и лекция получилась, хоть какая-то отдушина.